Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем канале. Сегодня у нас будет самый полный и большой разбор бренда Rode. Я заказала все позиции декора и не только. Тут у нас еще будут аксессуары, например, новое зеркало, которое недавно представили, новые карандашики. Обсудим, за что их так не любят, почему их буквально уже все ненавидят и отговаривают вас покупать. Я свое мнение пока придержу, мы вместе с вами посмотрим и решим. Ну и, конечно же, посмотрим на фавориты этого бренда, то, что вам уже давно советуют и буквально побуждают вас покупать. Конечно же, блески, хотя у меня тоже свое мнение на этот счет. И вот такие очаровательные румяна в самых популярных оттенках Piggy и Sleepy Girl. Вас ждет много макияжа, много всего красивого. Ну и, конечно же, обсудим главную красотку. Это Хейли Бибер. У нее сейчас не самые лучшие времена, кто следит за не только бьюти-новостями у меня на канале, но и на канале, кто там рассказывает про всяких голливудских звезд. У Биберов там тяжеленчик сейчас, поэтому постараемся их сильно не расстраивать. Вдруг Хейли в наш обзор зайдет, ну мало ли, знаете, популярность, она так с небес иногда падает, даже не ждешь ее. Но я вас не задерживаю, шуточек достаточно. И подписывайтесь на канал, пожалуйста, если вы еще не подписаны. Давайте скорее уже краситься и выбирать наших фаворитов. Уже целый год рассказываю о том, как сложно было достать эту потрясающую коробку, потому что мы с подругой решили, чем мы хуже. Тоже хотим эти блески потрясающие протестировать, посмотреть, и встали в лист ожидания. Сразу скажу, что да, у вас должен быть адрес в Европе или в Америке, куда вы сможете это все заказать. У вас должна быть иностранная карта, и вот мы, значит, сидим, ждем. Подруга говорит: я тебе позвоню, если что-то не так, будем думать, потому что там, вот когда дроп, у тебя времени нет думать. То есть ты буквально должен либо сейчас выкупить, либо опять ждать пару месяцев. Тут я снимаю видео, я вам что-то рассказываю и вижу, что она мне звонит ровно в 8 вечера, когда должен быть дроп. Ну, в общем, мы там поколдовали немного со заморскими картами, у нас все получилось, и вот таким образом я все-таки стала счастливой обладательницей этих блесков. А новые продукты я уже заказала через байера, в Телеграме рассказывала, оставила все контакты, сказала, что я не захотела просто мучиться, потому что это долго, муторно, никогда нет наличия, еще ждать, уж я просто зашла, ночью психанула, обналичила свои денежки, такая: гуляй на все. А почему бы и нет? Тем более, что я румян не пробовала, а карандашики — это святое дело, затестить — это же новиночка. Значит, почему сейчас все говорят про Rode? Да потому что карандаши людям не понравились, не стойко, не держатся, каких только комментариев я не видела. Очень странно, она великий инфлюенсер, она умеет продавать, и она долго нас подогревала к этим карандашам, но все-таки народу не понравилось. Как уже сказала, критикуют стойкость, критикуют, что они недостаточно долго держатся на губах, не какой-то там невообразимый точный контур. Вот так витиевато они выглядят. Но какое у меня мнение насчет этих карандашей? Я сразу скажу, а потом уже начнем красить. Прежде чем писать негативные комментарии по поводу любого продукта, я вам советую заходить на официальный сайт и посмотреть, как продукт позиционируется, а именно, что должно случиться после того, как мы продукт нанесем на губы. Заходим на сайт Хейли Бибер и читаем описание этих карандашей, прямо на официальном сайте. В отличие от традиционных карандашей для губ, эти продукты имеют кремовую текстуру, закругленный наконечник, что позволяет легко наносить, растушевывать, создавать эффект полный губ. Карандаши, в отличие от остальных брендов, разработаны для создания мягкого и естественного объема. Да? В состав входит пептид, экстракт пажитника, который увлажняет, смягчая губы, а также способствует увеличению их объема со временем. Я думаю, после этого у нас должны отпасть с вами все вопросы, почему эти карандаши не стойкие и почему они не держат контур, как какой-нибудь там, я не знаю, очень твердый. Вот от Лейла, я помню, карандашик у меня был очень темный, итальянцы, по-моему, если не ошибаюсь. Вот там прям контур, вот ты нарисовал коричневую полосочку, и ты ее с трудом распределишь. Вот, поэтому я тут сразу скажу, что мы не будем гнаться с вами за стойкостью, мы не будем гнаться за чем-то невообразимым. Посмотрим формулу, посмотрим, как губы выглядят с карандашом, потому что, на мой взгляд, важно, чтобы губы не скукоживались, потому что некоторые карандаши, особенно если ты заполняешь полость губ, но они выглядят прям не секси. Вот я хочу, чтобы здесь было прям симпатично. Но у них концепция такая у Rode. Мы тоже в бьюти-новостях часто с вами говорим, что это красивая, глазированная, естественная кожа такая подсвеченная, поэтому я думаю, что здесь тоже будет все прям
Хорошо. Про румяна нечего вам сказать. Их любят, их обожают. Блески я их не люблю. То есть сразу вам проспойлерила, уже тоже рассказывала, что много есть минусов, про которые я вам расскажу сейчас. И, конечно же, зеркало. Давайте для начала мы с вами распакуем зеркало, посмотрим на него, а потом уже начнем краситься. Потому что я подготовила макияж, я уже почти полностью его нанесла, но не хватает продуктов, которые у нас представлены на столике. У меня уже было короткое видео с этим зеркалом, и мне написали комментариев, как бедный Хейли Бибер, не разобравшись с его карандашами, что любят на вас делать деньги, любят продавать фигню китайскую, на которую налепили лейбл, и вот теперь она стоит чуть дороже. Справедливо? Справедливо. Я тут параллельно думаю, нет ли у меня зеркала от Chanel где-то рядышком, чтобы я вам его показала. Нет, к сожалению, вот оно. Ох, как нам повезло-то, друзья, как нам повезло. Потому что я смогу вам показать на примере, что значит хорошее и плохое зеркало. Да, я согласна, что в целом это такая история про маркетинг, история про то, что это красиво выглядит у инфлюенсеров, из сумочки, такое, повывалилось вроде бы зеркальце, а это не простое зеркальце, не зеркальце Эвелин, а зеркало Роуд. Эвелин без обид. Прекрасный бренд, мицеллярная вода, просто в сердечке. Вот. И вот так оно выглядит. Конечно, это все ужасно заляпливается. И это сейчас, чтобы вы поняли, я его протирала, прежде чем снимала сводчи. Сейчас, но все равно, чтобы прямо его натереть, это нужно с определенной салфеткой сидеть. Но вы не представляете, какое оно увесистое. И, боже мой, что я сижу с этой резинкой? Просто нафуфырилась на съемку. И какое оно прям качественное. То есть оно очень тяжелое. Оно стоит каждого своего рубля. На мой взгляд, если вы возьмете по приемлемой цене, не слишком большой наценкой, то вам оно понравится. Его приятно держать в руке. Оно тяжелое, оно металлическое. Оно нигде не люфти, по-моему, называется. В общем, сборка классная. И если вы хотите какое-то добротное, хорошее зеркало, я считаю, что зеркало от Роуд, оно того стоит. В отличие от зеркала Шанель. Потому что я тогда купила себе зеркало Шанель, думаю, отлично, будет красивое видео снимать, и просто мне эстетично нравится, одно зеркало на всю жизнь, я так всегда себе говорю, буквально через полгода новое. Оно стоило, по-моему, 55 евро на официальном сайте, его не так часто где-то можно встретить, то есть не всегда оно есть в наличии. Я заказывала к подруге в Вену, и каково было мое разочарование, потому что я подумала, окей, румяна Шанель стоят 50 евро примерно. Наверное, зеркало за эти деньги, оно же без продукта, оно должно быть качественнее, и смысл, мы можем из румян, выковырнуть румяна, оставить зеркало. Я ждала чего-то хорошего. Но, наверное, нужно всегда это, прежде чем покупать, смотреть в жизни, потому что мне пришла вот такая пластмассовая фигнюшка. Окей, наверное, на камере выглядит очень красиво, сейчас смотрю, прям, Даш, что ты жалуешься? Но в жизни оно такое хлюпкое, вы просто не представляете, оно в 10 раз легче, чем зеркало от Роуд. И Роуд дешевле. Понятно, Роуд это не Chanel, это я все понимаю, ребятки, просто оно такое хлипкое, оно такое никакое, что я просто немножко как-то подрастроилась, потому что, не стоит это 50 евро. Я не защищаю ни в коем случае Роуд, просто хотела вам показать, что да, если вы покупаете зеркало от бренда, оно, к сожалению, чаще всего дороговато и чаще всего плоховато исполнено. От Роуд зеркало классное. Переходим уже к продуктам и давайте поговорим про фавориты бренда. Вот то, что, наверное, никто не ругал. Сколько обзоров я не смотрела, все говорили, что это потрясающие продукты. А именно, конечно, румяна. У моей подруги их 5 оттенков, да и мне кажется, у каждой моей подруги, которая повернута на бьюти, есть определенные румяна от Роуд, каких-то тех или иных оттенков. Я взяла самые востребованные, те, которые мне наиболее всего понравились, конечно же, Piggy и, конечно же, Sleepy Girl. Piggy изначально мне очень понравились. Если вы видели обзоры, вы, скорее всего, помните, что это самый очаровательный, розовый, красивый, комплементарный нам оттенок. Нам, кому? Девчонкам со светленными волосами, русым девчонкам, наверное, мне кажется, на темненьких немножко потеряется, потому что будут слишком контрастно. Розовые щеки, темные волосы. А вот если вы немножко так похожи на меня, то, скорее всего, вы любите такие оттенки, потому что они супер комплементарно смотрятся. В чем особенность этого оттенка от Роуд, на мой взгляд, он не неоново-розовый, потому что некоторых это пугает. Да и я иногда тоже думаю, хочу поспокойнее. Вот тут он немножко уходит как будто бы в пыльную розу. Очень красивый оттенок, замечательный, но если выбирать один, я бы, наверное, остановилась на Sleepy Girl, потому что уже розовых у меня перебор, и мне хочется чего-то уже поспокойнее. И здесь тоже такая пыльная роза, которая буквально немного перекликается с каким-то
кирпичным, что ли, оттенком. Не знаю, я бы не сказала, что это прям скучная пыльная роза. Вот если вместе глянуть, да, то вот мы видим Piggy и Sleepy Girl. У румян Rhode офигенная текстура. Сейчас, когда я снимала сводчи, я поняла, за что их так сильно любят. Особенно те люди, которые не носят макияж. Потому что они достаточно жирные, но когда они распределяются, выглядят просто невесомо. Как будто у тебя подсвеченное, красивое, такое естественное сияние, но при этом с каким-то цветом. Очень интересная формула. Я думаю, что у меня, наверное, ничего похожего нет. Действительно, сейчас будет смешно, но стики от Influence Beauty, я сейчас планирую вот выбросить его, потому что я не могу. Он не испортился, он замечательно наносится, я каждый раз им пользуюсь, хотя ему уже года 2. Я вот просто хочу выкинуть, чтобы на него не смотреть, это же потрясающий продукт. И вот скульптор, у меня, кстати, он сейчас нанесен, от Influence, он такой же. Они, знаете, вот они невероятно влажные, какие-то мокрые, жирненькие, при этом они абсолютно не портят покрытие, но вот так прям влажно выглядит. Вот здесь мне показалось, что немножко похоже, вот как бы смешно это ни звучало. Давайте я еще сделаю сводч, и мы с вами посмотрим вот на этот оттенок. Смотрите, какой он прям жирненький, влажненький, замечательно. Правда, очень крутая формула. И давайте рядышком второй, я просто боюсь, что я сейчас некрасиво нанесу. Вот, они абсолютно разные, но при этом оба спокойные и невероятно комплементарные, я думаю, будут любому цветотипу. Что я говорю? Посмотрите, как продукт втушевывается. Он выходит в ноль. Вот вы его растушевали, и буквально ничего нет на вашем лице. Но оно выглядит подсвечено, очень красиво. Сейчас я еще розовенькие распределю. Здесь зависит от степени, насколько вы хотите, да, пигментированно, чтобы они выглядели на вас. Но вы абсолютно точно сможете увести эту пигментацию и сделать ее близко к нулю. Сначала предлагаю начать с розовых румян, потом я обновлю макияж, и мы протестируем вторые Sleepy Girl. Ну, чтобы вы прям достоверно увидели, как они выглядят на лице, сравнили и выбрали оттенок, который вам ближе. Девчат, ну я в каком-то шоке. Официально заявляю, что это самые любимые румяна на этот момент. Возможно, что-то поменяется. Мы, бьюти-блогеры, девушки, не постоянные, хотя я своих фаворитов люблю, из видео в видео всегда тащу. Но это невероятно красивый оттенок. Посмотрите, насколько он подошел под макияж, под то, как я выгляжу, под цвет волос. И он такой нежный, он так хорошо распределяется. И формула потрясающая, и абсолютно не пятнит, наслаивается. Можно прям очень много нанести, потом распределить, и так это красиво, влажно выглядит. Невероятный продукт, безумно понравился. Piggy, вот это тот оттенок, который я максимально рекомендую. Я изначально сказала, что Sleepy Girl мой любимый, но не знаю, сейчас я удалю этот оттеночек, и мы с вами нанесем второй и выберем все-таки фаворита. Все, макияж мы восстановили, и теперь предлагаю посмотреть, как на лице будет выглядеть оттенок Sleepy Girl. Я его просто миллион раз наслоила. Надеюсь, что у вас на камере хорошо выглядит, но мне прям хотелось еще побольше, потому что камера все съедает. Ну, давайте так. Мой самый любимый оттенок из этих двух, наверное, все-таки Piggy. Он как-то посвежее выглядит, как-то интереснее. Вот у этого мне немножко не хватает глубины. Хочется прям чуть больше, чтобы он потемнее был. Именно не в сторону там, кирпичного или ягодного оттенка, а вот этот немножко поинтенсивнее хочется. То есть, когда я его распределяю, он вроде бы как есть, а вроде бы и нет. Но при этом тоже вот очаровательный, симпатичный оттеночек. Ну что я могу сказать про румяна? Что румяна мне безумно понравились. Я максимально могу их вам советовать на голую кожу, на кожу макияжа. Потому что вот этот последний оттенок я действительно много раз наслаивала. И выглядит, по-моему, замечательно. Ничего у меня не пролезло, да, сквозь тон. То есть тон не разъелся. А это значит, что все замечательно, хорошо тушуется. И это самое главное в румянах, особенно в стике. Потому что, помните, даже в предыдущем видео пупу мы смотрели. Заходите, если не смотрели. И там мы протягивали, когда стик по лицу, немножко подсъедалось покрытие. И вот это, как казалось бы, очевидно. Но когда этого не происходит, ты максимально радуешься. Вот здесь этот вариант. И давайте теперь перейдем к самому горячему, к самому интересному, конечно же, к карандашам и к блескам. Я предлагаю начать с карандашей, потому что это все-таки новиночка, и потом уже обсудим блески, потому что не очень я их жалую. Не хочу сразу опять на какой-то негатив переходить. Давайте посмотрим,
Что так все активно ругают? Я выбрала два оттенка, Lift и Twist. Они мне показались тоже наиболее комплементарными, наиболее интересными. Те оттенки, которые подойдут буквально каждый, потому что там были какие-то достаточно кирпичные цвета. И я такое не покупаю, девочки. Такое нам не нужно. Берем только красивое. Оттенок Lift, он мне показался таким. Во-первых, посмотрите, карандаши сделаны в стилистике бренда. Здесь тоже такой колпачок немного под углом. А здесь, кстати, вот такая пипочка для того, чтобы распределять карандаш. Это мягкий пластик, насколько я понимаю, да, вот так вот оно выглядит. Что-то между пластиком и силиконом. Не думаю, что это будет что-то невероятное для тушевки. Ну, попробуем, конечно. Но мне кажется, это абсолютно бесполезная фигня, честно говоря. Но давайте заценим оттеночек. И это оттеночек Lift. Таким образом он выглядит. Очень похож на Iconic Nude от Charlotte Tilbury. Это один из моих любимых карандашей в категории нюд, потому что там есть и небольшой розовый подтон, при этом он нюдовый. Вот как я, собственно, и сказала. Оттенок достаточно интересный. Я думаю, что будет здорово смотреться на губах. Давайте это поскорее посмотрим. Ребятки, а за что ругаем-то? Не знаю. Очень красиво, естественно. Оттенок Lift – это, мне кажется, идеальный оттенок для подтона моих губ, потому что его буквально на губах не видно. При этом у меня не явно такой очерченный контур. И все это, когда закрашиваешь, губы становятся красивее, наполненнее. В общем, это замечательный карандаш, друзья. Я не знаю, чего вам подавать, чтобы вы как-то впечатлились. Возможно, да, может там смущать немножко цена, потому что у байеров, по-моему, в районе 3-4 тысяч стоит этот карандаш. Ну, дороговато. С другой стороны, люди покупают Iconic Nude за абсолютно такие же деньги, и по характеристикам он немного другой. Здесь в чем преимущество этих карандашей, на мой взгляд, что они вам могут заменить помаду. То есть здесь абсолютно не нужно вырисовывать контур. Вообще нет. Здесь не про контур. Здесь про то, что ты заполняешь губы, у тебя это смотрится очень красиво, наполнено. Это как будто бы кремовая помада, но очень увлажняющая. То есть у меня губы сильно шелушатся. Даже когда я вот их намазывала этим кокосовым маслом, все равно они у меня сами по себе такие шелушоночками. И вот здесь этого абсолютно мало того, что не видно, это не чувствуется, это не подчеркивается, губы смотрятся красивыми и наполненными. Хейт не оправдан, простите. Но, как мы уже поняли, посмотрели на сайте, как бы продукт про другого. Не про стойкость, да, здесь не имеет смысла даже особо, честно говоря, вот в этом колпачке, потому что он как раз мог бы, наверное, помочь, если вот контур, ты там как-то вышел за него, и нужно немножко его сравнять. Вы знаете, такое с темными карандашами, когда у тебя вот чуть ли не на пушок твой залезает, и такой, боже мой, сейчас я его распределю. Здесь настолько комфортная и хорошая формула, что его и распределять не надо. Вот как Хейли показывала в своих рекламных роликах, что он чуть ли не пальцем, да, вот так его наносит. Это про это, друзья. И тогда не будете возникать, и тогда не будете говорить, что карандаши вам не понравились. Не знаю, оттенок очень классный. Кто хочет такой, он даже с легкой розовиночкой, не, да, такой прям, то я думаю, что замечательно. Так, и давайте еще глянем оттенок Twist. Он у нас как раз потемнее. Вот, возможно, его имеет смысл положить на контур. Но, опять-таки, из характеристик карандаша я не вижу смысла вообще прокрашивать им контур. Он сделан абсолютно так же, только оттенок более темный. Я тоже вам покажу, как они в сравнении вместе рядом смотрятся. Но что мне тоже нравится в нем, он не уходит в какой-то явный коричневый подтон, да? Он просто немного потемнее. Вот такой благородный нюд. Поэтому я думаю, что он тоже будет замечательно смотреться. Давайте мы сейчас губы сотрем и нанесем новый карандаш. Ну, оттеночек Balance, на мой взгляд, поинтереснее, если выбирать один из них, потому что Lift, он больше прям вот твои губы, только более очерченные. Balance, он же каплю темнее, и за счет этого выглядит уже как помада, как будто бы такие законченные губы. Оба карандаша одинаковые, очень легко наносятся. Конечно, я думаю, если взять оттенки еще чуть темнее, там уже появляется эта история с контуром, и можно вот с этим колпачком силиконовым поиграться. Но в целом замечательно комфортный. Да, когда вы пойдете пить воду, он останется на чашке.
случае. Да, когда вы поедите, его не останется на ваших губах. Но здесь, мне кажется, такой компромисс. Если ты хочешь что-то стойкое, ты идешь за стойкими карандашами. Если ты хочешь что-то легкое, если тебе не нужно, чтобы там помада, ну вообще берите матовые помады белорусские, вот, тогда никаких проблем не будет. Но здесь действительно на любителя. Кто-то не любит кремовые помады, тогда вам эти карандаши не понравятся. Я скорее люблю такое, просто за счет того, что это красиво и комплементарно выглядит на моих губах. Это не подчеркивает шелушение, это прям вот так. Такие прям сочненькие. Ну, посмотрите, красота. Не знаю, я такое люблю. Чего не скажешь про эти бальзамы от Rhode. Это тот случай, когда ты покупаешь на волне хайпа и хочешь, чтобы тебе очень продукт понравился. Ну, потому что всем он нравится. Ты хочешь тоже быть модной. Ты хочешь также им краситься красиво, чтобы он лежал у тебя на туалетном столике. Но каждый раз, когда ты красишься им, ты задаешь вопрос. Почему? Я сразу хочу сказать, что если вы любите этот бальзам, я ничего плохого про него не могу сказать, но просто как будто хайп не оправдан. Вот как мое видео было, где я рассказывала про эти бальзамчики, я вам говорила, что он вроде бы неплохой, он вроде бы симпатичный, но просто то, как нам это продают на очень пухлых губах, на губах, которым заранее уже нанесли темный карандаш на контур, и эспрессо выглядит как эспрессо. А вот сейчас я просто хочу без карандаша это нанести, чтобы вы поняли, как это выглядит, если вы вот по-скромненькому вот так нанесли, и все. И, кстати, напишите, очень мне интересно, вот вам действительно как-то восстановил губы этот потрясающий бальзам? Потому что здесь же пептидная история, здесь же уходовые какие-то компоненты. Но я не могу сказать, что прям после него мои губы невероятно себя ощущают. Да, он неплохой, да, он вроде бы немножко там увлажняет, но так, чтобы прям вау, не сказала бы. Но я не хочу обделить эти бальзамы вниманием, потому что все-таки это все равно будет в истории бьюти. Это то, что мы с вами не забудем, потому что продукты, которые порождают огромное количество аналогов, фейков, альтернатив, это, конечно же, продукты, которые вошли в историю, и продукты, которые нельзя прям вот, откровенно говоря, недолюбливать. Ну, потому что, можно уже недолюбливать, потому что они настолько уже тебе приелись, тебе этот эспрессо уже надоел в каждом бренде, а бренды-то еще и по цветам повторяют, и по формам, и бутылечки такие же клепают. Ну, в общем, там есть где разгуляться. И тут такая двоякая история. С одной стороны, я не понимаю, почему он так популярен. С другой стороны, как будто бы и ладно, потому что такой хайп, столько повторов, что, наверное, стоит уважения. Одну секундочку, пожалуйста, если вы еще не подписаны на мой телеграм, я убедительно прошу вас это сделать. Там очень интересно, классно. Впервые все появляется в телеграме, и как и всякие водные, где взять замужскую косметику. Вот хотите эти румяна, а там уже есть ответ, где можно ее приобрести. Поэтому, пожалуйста, переходим, подписываемся, и, конечно же, вот где вы меня сейчас смотрите, тоже мне очень важна ваша поддержка. Лайк, комментарий, любой, даже плохой. Плохого лучше не надо. Подписка, лучше подпишитесь везде, потому что время сейчас непростое, приходится развивать с нуля канала, а когда ты долго делаешь, у тебя немножко такая апатия. И вот, чтобы меня немножко мотивировать, буду вам очень благодарна, если вы меня поддержите. А я вас не задерживаю и продолжаем краситься. Наносим самый востребованный оттеночек эспрессо и смотрим, как оно выглядит без карандаша. В целом неплохо, симпатично, да, темненько. Если на контур темный нанести, то будет еще более красиво. Но как будто бы слишком подогретый я была. Вот знаете, тот случай, когда тебе говорят, что это незаменимый продукт, он тебе нужен, он такой красивый, ты будешь невероятная с ним. И вот ты его покупаешь за 4000 рублей, что там доставочка, еще что-нибудь, и ты такой, да нет, я могу без него жить. Не знаю, вот как-то у меня не срослось. Вроде бы приятно, что они у меня есть, но, знаете, учитывая их тенденцию плохо пахнуть, спустя время каждый бальзам, вот напишите, у кого он уже запах, если вы его не израсходуете, то он начинает безумно вонять. По-другому я не скажу. С одной стороны, хорошо. Это говорит нам о том, что продукт испортился, нужно бы его выбросить, потому что в целом эксплуатация, сколько? 12 месяцев после вскрытия. Но то, что он так резко начинает так плохо пахнуть, какие-то вопросики. Хотя вот сигнал нам, что не нужно, чтобы у вас там помады по 100-500 лет лежали. То есть иногда ты тоже слушаешь их. Да, помады я тоже слушаю. Иногда ты их, в общем, нюхаешь, и ты такой, да, вроде нормально, а может быть и не нормально. Хотя говорят, что отдушки перестают действовать, когда портится помада. В общем, с одной стороны, конечно, хорошо, а с другой стороны и не очень. Здесь всего 10 мл. Удивительно. Я думаю, что больше. Такой бутылечек большой. И давайте уже посмотрим вторую помаду. Это Raspberry Jelly. Он такой интересный, фиолетовый оттенок. Я не знаю, тоже. Я вот сейчас скрасилась, и вроде бы хорошо. Я думаю, сейчас вы напишите, Даша, смотри, как красиво. Реально же красиво, да? Но чего-то не хватает.
Ваши ожидания – это ваши проблемы, да, как там Аршавин говорил. То есть, ребят, это вообще к нам никакого отношения не имеет. Клоун. Вот сейчас я вспомнила, за что я их не люблю. Если вы хотите, чтобы они вот так плотно и красиво легли, то будьте готовы к тому, что это все выльется за контур. Как бы понятно, что чем плотнее бальзам, тем, наверное, больше вероятность того, что он может растечься. Например, как мне очень нравятся бальзамы от Latte London. Они очень красивые, но они нереально вытекают. Просто к чему вообще такой глянец? А тут, боже, он просто ужасно смотрится. Я не вижу, видите вы или нет. Во-первых, окей, он там вытек, мы с вами поправили. Нужно, конечно, ватной палочкой, но у меня здесь нет. Но посмотрите, пожалуйста, как он провалился в каждую мою трещинку. Просто гляньте. Это безумие. Оно, с одной стороны, вроде бы, да, как бы симпатично, так влажненько, глянцево. Но посмотрите. Это некрасиво в жизни. То есть это просто вот все мои вот эти вмятинки, все туда провалилось, весь пигмент. Это не стоит 4000. Ну как бы окей, опять, если мы с вами положим карандаш плотный, который все это зафиксирует, сверху ты положишь этот бальзам, да, это будет красиво, потому что я вот сейчас опять издалека смотрю, я знаю, что вы напишите: Даша, ну жиру весишься, красота. Не знаю. Оттенки у этих двух бальзамов, конечно же, самые красивые и интересные в линейке, потому что там есть совсем нюдовые, есть немного порозовее, но они не сильно отличаются на губах. Вот эти мне прям понравились. То есть здесь такой глубокий ягодный оттенок и коричневый, но благородный. Он не выглядит как цвет детской неожиданности, как мне однажды написали в комментариях, а вот прям реально интересно, симпатично и благородно. Другой вопрос, как это смотрится на губах, как это носится. Ну что, друзья, умею я заканчивать на позитивной, положительной ноте, но что поделать. Я даже еще фотографию вам сделала, прям прикреплю, как все у меня провалилось в морщинки. Ну, не знаю, опять-таки, если губы подготовить, если их закрасить карандашом и сверху немножко для глянца, наверное, симпатично. Но я брала эти продукты как соло-продукты, как продукты, которые просто будут красиво на мне смотреться, я буду выглядеть как Хейли. И, возможно, и добьюсь таких же успехов, как Хейли. Но, девчат, что имеем, то имеем. Вот. Ну что, обзор закончен. Давайте, наверное, подведем итоги. В принципе, мое мнение не поменялось. Я считаю, что румяна — это потрясающие продукты. Они вам реально нужны. Они работают хорошо с сол. И там, если закрыть каким-то другим оттенком, тоже будет хорошо. Классно тушуются, не разъедают тон. Красивые цвета. Что еще для счастья надо? Я думаю, что я бы еще несколько оттенков взяла, потому что продукты замечательные. Карандаши для губ. Хейта не поняла. Опять-таки, если вы прочитали на сайте, что это легкий финиш, там он абсолютно не стойкий, пептиды, что-то там увлажняет, красиво выглядит, твои губы только лучше, вы это и получили. Поэтому я думаю, что большинство обзоров плохих связано с тем, что люди просто не разобрались, что они заказали. Просто увидели, подумали, что будет стойко, классно, вот как раз то, что я хотела бы под вот эти бальзамы. Да, заказали, расстроились, ну, опять-таки, зачем расстраивать? Лучше смотреть хороший обзор, как у меня, чтобы понимать, что вы заказываете и какие ожидания у вас должны быть от продукта. И блески, ну, тут уж не знаю, я уверена, вы, наверное, меня сейчас затопчете в комментариях, закидаете помидорками и всем, чем только можно, ягодками. Ну, ребят, сори, говорю как есть, я не знаю. Ну, опять, если губы клевые, просто на классных губах все хорошо смотрится. А вот на губах таких, как у меня, уже интересненько, да, как-то будет выглядеть. И вот по мне это не то. Ну, то есть просто еще, понимаете, продукты для губ можно купить клевые за 500 рублей, и за 700 рублей. И уже аналогов сделали вот этому эспрессо очень много, и они выглядят не хуже. Потому что если бы вот эти вот эспрессо, да, и Росбери, если бы они не проваливались в морщинки, я бы тоже, что уже, ну, как бы окей. Да, ну, оттенок не слишком пигментированный, ну, ничего страшного, ну, вытекает, окей, много там нажала я, да, сильно на бутылек. Но когда это все в морщинах, это фигня. За 4000 рублей. Извините. Как чувствовал? Напишите, кстати, вы в комментариях, как вам. Ну, не то, что даже на мне, хотя даже на мне вот издалека я вижу, что красиво. Но вблизи
оставляет желать лучшего. Напишите лучше, как на вас, если у вас есть эти бальзамы, понравились ли вам они и есть ли какой-то от них вообще толк. Ну что, я заканчиваю мой рассказ. Мы будем очень бдительно смотреть за новинками Rhode, потому что много раз вам в выпуске Beauty новостей говорила, что это тот инфлюенсер, это тот бренд, за которым повторяют все. И все. Начиная от продуктов, заканчивая кампейнами, заканчивая какими-то пиар-акциями и всем прочим. А мы с вами маркетинг с пиаром любим, поэтому мы про этот бренд забывать не будем. А что, я с вами прощаюсь ненадолго. Спасибо огромное, что провели это время со мной. Вы смотрели видео до конца. Надеюсь, мои губы еще не цвета этого блеска, ну почти. Поэтому самое время заканчивать. Еще раз спасибо. Скоро увидимся. Пишите в комментариях, какие видео вы ждете, о чем вы хотите посмотреть в моем исполнении. И если вы хотите написать, что слишком много воды и болтовни, я вам не разрешаю этого делать, потому что это канал для болтовни и воды. Все, я закончила. Спасибо огромное. Целую, обнимаю. Пока!